Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, о свободном управлении. В данной теме я показываю, каким образом человек, находящийся в состоянии обычного, что ли, так скажем, уровня управления, когда он, например, не специально формирует какие-то системы управляющие, и здесь подразумевается, что есть еще принцип подобия систем, то есть когда человек в состоянии именно как бы некой внутренней свободы находится во взаимодействии с внешним миром, с внешней информацией, то получается он синхронизирует информацию на свой статус управления. И когда у него идея, например, созидательная, или даже, например, макросозидательная, то получается идет синхронизация во всех внешних процессах. То есть вот этот уровень свободного состояния, когда он как бы не специально управляет, то есть не применяя какие-то волевые системы, но при этом сам внутренне свободен и вообще просто обычный свободный человек, который как бы занимается чем угодно, да, то вот здесь происходит синхронизация все-таки в уровне гармонического развития внешнего мира. Например, как Бог создал реальность. Есть, например, уровень реальности, который подконтрольно развивается, например, да, воля Бога, и при этом мы имеем с точки зрения человеческой логики уровень, на который нужно реагировать, и который требует волевого управления. Это тоже принцип полной свободы, даже, может быть, наоборот, здесь можно так рассматривать, что это принцип значит, собственной воли, которая реализуется, например, в каком-то действии, ну, как бы выявленная система координат. А когда мы рассматриваем более отдаленную систему реальности, там скоростные процессы как бы многоуровневые, и в связи с этим уровень управление такое, что мы подразумеваем именно абсолютно свободное действие. То есть мы смотрим на уровень системы таким образом, что система может развиваться как угодно, то есть абсолютно свободно. Поэтому управлять свободной системой нужно именно принципом свободного управления, где этот принцип отражает личную свободу человека, да, внутреннюю свободу, а также и уровень следующего действия, которое распространим на свободную систему, которая может видоизмениться, например, в любой момент. То есть система абсолютно свободна, и управлять такой системой с точки зрения того, что Бог, например, в восприятии человеческом принимает управление в логическом процессе как бы своего действия, то все, что вне этой логики управления, что как бы не рассматривается в системе восприятия человека, это есть принцип полной свободы. То есть Бог одновременно все-таки управляет, и вот принцип свободы в управлении, он организовывает с точки зрения человека как линию собственного поведения, где возможны варианты. Да? Если в логической фазе вот есть Земля, и у Бога есть задача сделать так, чтобы Земля вечно развивалась, что и будет с Землей в будущем. Получается, что исходя из того, что будущее все равно протекает через настоящее время, то мы имеем выявленную часть. В управлении для Бога это как бы постоянная задача, логически понятно. А с точки зрения того, что люди, которые на Земле тоже должны жить вечно, то у людей возникает задача любого уровня управления в бесконечном развитии. То есть Земля, понятно, скажем, как она будет развиваться в логической модели, с точки зрения именно планеты Земля. А с точки зрения человека, личность человека может иметь любой свободный созидательный выбор. То есть вот развитие человека как раз-таки это есть уровень следующего действия Бога. То есть Бог специально для себя оставил следующее действие, дав полную свободу личности человеку. И здесь получается, если мы и личности, да, вот он дает полную свободу человеку, дает свободу, то получается, что мы имеем, например, достаточно, кстати, мощный фактор оздоровления людей, включая, например, систему омолаживания и так далее. Если мы вот этот фактор как бы полной свободы действий рассматриваем как структуру развития личности, например, в определенном, там, в любом направлении. Вот именно если мы рассматриваем такую позицию, что в любом созидательном направлении, если личность развивается, то получается, что тогда личность имеет, так же как Бог живет вечно через какие-то определенные системы управления, то у личности эти системы есть. Следовательно, вот здесь такой принцип выявляет, что свободное управление, свободное действие – это принцип именно бесконечного развития личности, где личность может предпринять любое решение, любое созидательное решение, которое приводит к следующему вечному развитию. Поэтому, возвращаясь опять к предмету управления в виде логики, например, для человека логическая фаза более выявлена, потому что человек контролирует, как бы, получается, все процессы с точки зрения
следственных систем восприятия, что делает и Бог тоже, он тоже в этой области всегда контролирует. Но когда мы рассматриваем эту область, то получается именно принцип полной свободы действия, это и есть точная информация. И когда мы начинаем рассматривать именно структуру свободного управления, то рассматривается еще принцип принятия решений, значит, в любой момент времени как бы иных решений, да, то есть свободное в плане не фиксированное, например, жесткой системой, значит, освобожденное от каких-то деталей или общесистемного управления. Поэтому свободное — это не просто там уровень личной свободы, но и как бы произвольное управление, так можно сказать, видоизменяющее управление и так далее. Когда вы начинаете рассматривать такую как бы привязку к событиям, то видно, что в принципе в основном Бог-то по существу, вот именно в бесконечном развитии, находится все время именно в состоянии свободного действия. То есть он не обременен там постоянно, как бы получается, совершенно, ну, там, какими-то конкретными заботами, потому что для Бога все есть одна забота, то есть любой элемент реальности имеет равные основания для управления данным элементом. Поэтому получается, что принцип свободного управления или свобода управления, идущий от Бога, это, в общем-то, единственный принцип, который как бы визуализируется в виде, ну, скажем так, строго проявленной материи, это системно проявленной материи. Если мы рассматриваем принцип иного характера, то получается, что материя начинает иметь хаотическое как бы действие вот, восприятия, потому что в этом случае возникает простой как бы, ну, что ли, периметр управления такой, что если мы имеем бесконечное развитие и начинаем какой-то элемент вводить в уровень действия, то элемент пытается сделать как бы уровень обратной реакции организовать. И возникает уже хаотическое, то есть, движение, потому что следующий уровень, он имеет бесконечное развитие. И вектор, который вы воспринимаете, и вектор ваш, например, да, он является, например, единственным и правильным, который был направлен к вам. А другие вектора, которые вот, с точки зрения внешних наблюдателей, в других восприятиях, эти вектора уже по-другому развиваются, преобразовываясь через пространство восприятия других людей или там других объектов информации. Получается, что стоит только сделать волевое управление, то возникает бесконечное количество действий. Значит, получается, у Бога был только один вариант, да, развития реальности, наиболее точный, который показывал бы, что нужно иметь бесконечное количество действий, чтобы получить единственный верный вариант, который идет как уровень полной свободы от объекта управления. А он выявляется как признак свободы действий самого объекта. То есть получается, что в этом случае мы имеем верное решение, потому что в других случаях, если бы мы, например, ограничивали систему управления, значит, изначально чем-то, да, не давали бы, например, признаки полной свободы в управлении, то получилось бы, что вот этот обратный вектор был бы очень жесткий и содержал бы ограниченное количество связей обратных, и тогда бы получилось, что мы бы, в общем-то, в бесконечном управлении, ну, фактически здесь уже получается, что нельзя выработать, практически нельзя через определенное время выработать ресурс бесконечного управления, потому что бесконечное управление всегда выработка любого другого, часто варианта, который вообще не встречался иногда как бы в истории управления. И поэтому здесь как бы признак свободы — это необходимое действие в управлении для вечного развития. Таким образом, когда мы рассматриваем систему вечного развития как систему, скажем так, свободных действий в каждый момент времени, то возникает достаточно простая задача рассмотреть, как они между собой связаны, да, на признаки свободных действий. С точки зрения созидательного управления мы видим, что как бы спектр созидательности развивает именно уровень обязательного плана управления, когда любое созидательное действие, например, значит, ну, как, развивает следующие варианты, которые через макросозидание, например, дают следующий вариант созидания и так далее. То есть как бы полоса благоприятного развития видна, да, в условиях, что имеется именно абсолютно свободная система координат. А абсолютно свободная — это когда они абсолютно созидательные в идеале. Это получается, что мы имеем от этого уровня все время некое созидание. То есть изначально Бог создал мир, который действительно имел уровень макросозидания. По этому просто признаку именно свободы действий. Но как только, например, человек начинает делать, ну, некое внутреннее там управление или, например, рассматривать свой собственный статус как статус бесконечного действия и преобразовывать, ну, например, не точно, то есть не по задачам там вечного развития, а по локальным задачам, возникает как бы
некая, ну, выглядит как некая такая завихренность информации, то есть просто линия в виде сжатой системы ДНК, которая на конце имеет неустойчивую позицию, то есть ну, некая спираль, которая еще и сжата, и в конце мы имеем малоустойчивую, многокомпонентную систему координат. То есть любое действие может быть видоизменено при приближении к этой системе. А следовательно, если мы такую систему уже имеем, то ну, как бы образование такого человека заключается в том, чтобы показать, то есть наложить матрицу именно свободного управления максимально или там полусвободного, то есть идеально макросозидательного. Эта матрица, как бы некая спираль, налагается, и также устроена система построения организма человека, внешней информации ей. То есть если мы хотим рассмотреть, как вот внешняя система информации строит, например, материю человека, то здесь видно, что как раз-таки внешняя информация всегда канонический признак управления. То есть, например, мы решили рассмотреть внешнее пространство, что из себя представляет информация, которая участвует в строительстве тела человека, ну, кроме пищи и так далее. То получается, что вот эта внешняя информация, хотя ее можно и в пищу конвертировать, посмотреть, как в этой части пища существует и что она из себя значит, то видно, что это есть наложение все время канонизированных, абсолютно свободных систем, которые изначально созданы Богом как система свободы действия. Поэтому получается, что наложение на этот уровень, постоянное приближение к свободе там, личного действия, именно с точки зрения Бога, значит, это и есть канонический уровень развития именно вечного тела человека. И видно, как эти ну, своеобразные там, спирали попадают в структуру материи человека и формируется тканевая система. В этой части можно увидеть, где в формировании участвует, например, еда, где значит, существуют вот эти элементы управления для конкретного человека, когда человек, например, еще не родился. И так далее. То есть эти системы находятся в пространстве как системы внешние по отношению к человеку и обозначают признак полной свободы действия. То есть они так и опознаются. И, кстати, имеют не только там форму спиралеобразную, бывают формы самые различные, но тогда существует внешнее действие. И вот здесь вот получается, что, например, система ДНК, система более глубокая, там еще до молекулярного уровня у человека, система светового плана, что ли, реализация, это признак именно абсолютной свободы самого света. И когда мы начинаем рассматривать вот этот изначальный уровень, ну, как бы светоуровень, да, светооснову, так скажем, информационную основу действия человека, то мы четко видим, что человека можно всегда опознать в любом пространстве именно по признаку свободы действия. То есть человек от другого человека как бы не отделен пространством, где бы ни находился другой человек, всегда можно понять его место с точки зрения того, чтобы ему помочь. Это признак абсолютно полной свободы в его внутреннем уровне действия. И поэтому любые другие системы следственные, они всегда находятся как бы ниже, как бы более разреженной, так скажем, в пространстве управления. И поэтому, например, чтобы помочь человеку, не могут помешать ни информация там, здания, ни информация техники, ничего другое. То есть если вы, например, работаете с кем-либо на расстоянии, или там можно работать с собой, то ясно, что никакая там пространственная среда для этого помешать не может, потому что человек вообще отделен именно признаком абсолютной фактически свободы в управлении. И это как некий маяк, да, который четко позволяет передать помощь, а дальше он может принимать или часто может, например, не принимать, если он не хочет. Да, и тогда получается, что чтобы человек принял помощь, которая необходима, например, ему, ну, с точки зрения профдеятельности, например, от него зависит большое количество там, жизней. Тогда здесь нужно, опять-таки, не навязывая, на принципах полной свободы, поставить информацию в те свободные ячейки, которые он обязательно примет. То есть поисковый уровень, который говорит о том, что именно эти ячейки он примет. То есть получается, что вы должны опознать в его системе восприятия то, что он обязательно примет, да? То есть рассмотреть все системы его связей. А так как все личности же равны, то есть вмешиваться в информацию никому не дано, если это не связано, например, со спасением или, например, там, макроспасением, то получается, что единственным критерием является ориентировать его на задачу спасения. А значит, найти его задачу, где она находится, как он вообще ее воспринимает, как что, как бытовое действие, как
например, там какой-то текст или просто какую-то мысль там в детстве и так далее. То есть находится просто уровень входа в задачу управления на уровне логики, потому что именно макроуправление, свобода управления. И тогда уже через этот уровень, который человек хотя бы раз принял, вводится периметр обязательности действий, например, там, спасение какой-либо АЭС там, и так далее. И когда мы начинаем показывать, что признак свободы управления – это естественный уровень, который приемлем для человека в передаче информации, то здесь на самом деле находится очень мощный образовательный уровень, который срабатывает и в условиях там, образования, когда речь идет о лечении людей, в условиях там, просто образования для передачи знаний. То есть уровень, который абсолютно свободен для человека, туда переводится информация на механическом уровне, то есть просто в виде как бы, некого свечения, энергоуровня, и человек принимает и передает. Вот здесь можно видеть, кстати, уровень бесконечных передач. И учитывая, что человек абсолютно свободен и он как бы находится вне пространства материального в этом плане, в управлении, то можно видеть, что люди, на самом деле, каждый человек находится в макромере. И он взаимодействует именно с макросистемами, как абсолютно свободная система, так можно выразиться. И поэтому у него вот как бы нет проблем с бесконечностью развития. В его системе бесконечное развитие уже потому возможно, что он фактически взаимодействует один с бесконечным миром. И понятие того, что у него там не хватит людям пространства для развития и так далее, это достаточно как бы такие наивные точки зрения, с точки зрения именно логики развития цивилизации. Вот, потому что при достаточно большом количестве людей возникает возможность использования следующих ресурсов материальных, как прямой закон. Как бы материя от человека находится всегда на одном и том же расстоянии в системе внутреннего управления. Признак внутренней свободы действий. Человек всегда находится в полюсе свободы, и где бы он ни находился, управление до материального уровня всегда одно и то же. То есть можно иметь там много миллиардов там, прироста населения в короткий промежуток времени, и пространство будет вот именно для действия. Потому что внутренний уровень, он жестко перелагается на физический. И поэтому с точки зрения свободы управления пространство всегда будет появляться. Вот, вплоть до каких-то технических систем, которые осваивают там, другие планеты, в том числе там, реализация развития самой планеты, увеличение материальной массы и так далее. То есть вот здесь можно проследить, как реагирует уровень внутренней свободы на уровень материальный. И тогда можно очень четко рассматривать, например, позиции по оздоровлению человека или человечества. Потому что здесь очень четко выявлены критерии сразу для всех, во-первых, потому что уровень внутренней свободы человека, это, кстати, критериальный уровень, достаточно всем знакомый со стороны позиции, например, детства, в первую очередь, когда воспринимается людьми. И затем уже это уровень все-таки внутреннего действия, основанного на том, что любое действие проходит через свободу воли человека, по большому смыслу. Поэтому получается, что человек достаточно знаком с этим понятием, и вот именно полис, как бы внутреннее пространство свободы, это критерий, который одинаков. Поэтому практически мы можем вот эту одинаковость, некую такую прямую, причем переложить на уровень управления материей. Зная, где вот этот некий полис там выглядит как некая сфера, которая причем расширяется, свобода действия, мы можем видеть, какой использовать как бы световой рычаг, чтобы перейти в физическую реальность и сделать управление для другого. То есть другого можно спасти внутренним видением своей собственной ситуации, получается. Если вы видите ситуацию, например, с точки зрения тех законов, которые вы освоили в управлении, например, по моему учению можно освоить там много различных методологий в управлении, то тогда, получается, сконцентрировав просто саму информацию методологии во внутреннем уровне, как бы в том луче, который идет от вас до уровня вот, как бы развивающего пространства, это некая переходная система. Там, где мы видим расширение пространства, увеличение информации, то достаточно сконцентрировать как перенос автоматически на другого человека. Вам не нужно брать технологию какую-то, переносить в его пространство управления, там, примет он или не примет, например. Значит, здесь еще такой вопрос, что часто люди, которых нужно спасать, они на уровне как бы внутреннем, естественно, понимают, но, в общем-то, часто надо передавать знания в любом случае. То есть в любом случае надо спасти. И получается, что
вот этот уровень внутреннего уровня подобия, он позволяет это делать как бы синхронно. То есть человек синхронизируется с лучшим уровнем восприятия. То есть на уровне всей информации все равно видит, что импульс, который направлен к нему, он лучший, например, при правильности вашего управления. Он выбирает его, потому что на уровне подобных систем он просто выбирает как наилучшую систему воспринятия, так скажем, принимает лучший сигнал. И тогда, получается, вы не переводите сигнал, вы просто делаете у себя в своем пространстве как бы личную внутреннюю свободу действий. Здесь главным критерием четко должно быть выражено, что это ваша личная свобода, то есть именно свободное ощущение, ощущение там, свободы действий, и самое главное, что это как бы правильность, да, своеобразная, освобожденность от какого-то, может быть, там длительного уровня, как бы даже концентрации, например. То есть ведь есть уровень, когда нужно концентрироваться, делать управление, и это тоже ваш личный выбор, то есть ваша свобода, выявленная в структуре конкретного действия с конкретной информацией. Но если вы это не делаете, то вы все равно же должны управлять. Метод, который я сегодня описываю и который показываю, это как раз-таки управление в условиях, когда вы, во-первых, выходите на уровень свободы как уровень личного действия, вы опознаете эту систему, в общем-то она вам привычна. А также это уровень, позволяющий адаптировать этот механизм для управления в тот момент, когда вы не применяете технологии, например, там, отдыхаете и так далее. Значит, получается, что то есть вы не работаете как бы на логической модели, но при этом работа все равно происходит. И тогда получается, что вы должны держать только внутреннюю концентрацию, как бы один раз вспомнив, там, что задача там, макроспасения значит, должна быть реализована, имеется в виду раз там, в какой-то период времени. И сохранив это ощущение, как бы на логике, да, переведя управление в какую-то концентрацию внутренней свободы, вы держите управление, потому что вы на уровне просто свободного действия, как бы помните, что вот внутренний ваш статус подразумевает вот это вот, например, действие в сторону вечного развития, и вы вечно развиваетесь. То есть это ваш личный выбор. Один раз вы его сделали, и он держит управление фактически. В этот момент вы можете, даже если не концентрируете специально, то вы все равно осуществляете управление по принципу подобных систем. Передаете свой признак подобия, то есть то, что вы делаете, как делает Бог, он имеет свой собственный статус управления и передает другим, потому что он реализовывает систему как бы одновременно и от себя. То есть одновременно, потому что другие системы, подобные там люди, то есть они развиваются свободно, принимая информацию, и кто-то следует сразу по задачам Бога, а кто-то там позже и так далее. Но тем не менее он же реализовывает принцип все равно для всех, и все-таки он показывает, то есть Бог показывает сразу действие, то есть действие, например, мое направленное на всех, если оно опознано одним человеком, все равно оно всеми опознается, так или иначе. Достаточно одному человеку понять, все равно все люди поймут. А с точки зрения Бога, он и так все понимает, значит, все равно люди все поймут с точки зрения вечного развития. Потому что Бог, размышляя как человек и понимая систему, конечно, понимает, что люди все равно все поймут со временем. И вот здесь вот система именно свободы передачи знаний, свободы передачи как бы сигнала, несущего информацию, это очень важный признак, который нужно вообще культивировать, то есть вводить в общественное, как бы коллегиальное сознание, коллективное сознание. И получается, что, например, там, коллегиальное имеется в виду, что как бы больше профориентированное даже и так далее. И когда мы начинаем действовать вот здесь вот с тем уровнем, как вообще довести уровень полной свободы, сохранив признак реальной свободы, не юридический, например, да, только, а вообще вот мы вводим сигнал, человек начинает реализовывать, спасается, и при этом, при всем, это должно выглядеть и являться, не просто выглядеть, а являться, как делает Бог. Это и является полной свободой этого человека, его личным выбором. Тогда получается, что в условиях системы спасения, там, хотел он, например, спасаться, или он считал, что это не нужно, например, и тем не менее, если человек там спасся, остался именно направлен, скажем, в сторону вечной жизни, при этом он как бы не знает деталей, да, технологии учения, то вот здесь вот получается, что мы имеем принцип вот именно полной свободы выбора в условиях как бы внешнего, можно сказать,
сигнала, который изначально не считает сигналом как бы человека самого. То есть это как бы внешний сигнал. Мы даем информацию, что есть вечное развитие, даем какие-то документы на логике и так далее, значит, который является, ну, как бы, как фактология, да, он сталкивается с тем, что такое существует. Тогда получается, как сделать так, чтобы вот навязанный как бы сигнал, ну, в кавычках несколько, даже натянуто это слово, навязанное, потому что это у человека все равно есть этот признак. Мы как бы просто-навсего, опознав эту систему, стараемся преподнести как бы вот эту систему как его систему внутреннюю, то есть открыть свой внутренний ресурс. Но ведь это все равно внешний сигнал, тем не менее. Тогда возникает вопрос, как делает Бог, почему Он может находить тот путь, который даже при помощи, там, Бог помогает людям, спасает, но тем не менее это помощь Божья, это помощь, которая оценивается как свободная помощь, то есть это не навязывание. А потому что Бог, изначально создавший человека, естественно, думает о его вечном развитии. Он имеет право, да, помогать, он его создал, он и помогает. Значит, а вот с точки зрения человека, следовательно, если пойти по аналогии, но может быть несколько такой приближенный к этому процессу, нужно найти какой-то элемент, где бы вы помогли человеку до события, значит, ну, которое вот реализовывается у человека, в котором вы, например, сейчас должны помочь. И он вас должен принять в этом событии, до. Получается, что вы должны, ну, как бы ввести временную ось и рассмотреть его все действия до события, успеть, значит, чтобы он принял хотя бы один ваш сигнал. И как только он принимает, это действие обусловлено тем, что раз вы уже раньше помогали, вы делаете по аналогии. Тогда получается сигнал не навязанный. Сейчас, да, например. Значит, первый элемент. Значит, и есть еще, конечно, второй элемент. Взять и передать на внутреннем уровне подобия как бы свое собственное состояние и агитировать, собственно, на уровне, что ли, некой агитации внутренней, что вот есть же такое состояние, есть, например, такие задачи, и перетянуть, собственно, управление с точки зрения этого процесса. Но все равно здесь идет перетягивание, когда вы даете первичный сигнал. И вот здесь вот я специально сделал сравнение двух случаев, что вы входите в более ранние события, и он принимает, ну а вдруг, например, он не принимает, да? То есть как найти быстро те события, где он принял сигнал, тем более, что события уже прошли. Значит, получается, что нужно сделать так, чтобы ось прошлого времени, да, то есть прошлое, там, будущее, настоящее, все это вылилось в какую-то единую картину мира. Вот для Бога все равно все едино. Там, Он же создатель там, всех процессов, включая прошлый процесс. Получается, что Он создатель в логике человека, как создатель текущих элементов, ну, каких-то событий. Но с точки зрения Бога, который знает все, для Него прошлое такой же элемент, как текущее или там будущее. Поэтому получается, что мы переходим от человеческой точки зрения на то, что прошлое, которое создал Бог, Он создавал тогда, а сейчас он как бы там и не работает, да, с точки зрения логики. А с точки зрения Бога он все равно там работает. Тогда мы вот этот переходный вариант просто-навсего логически связываем тем, что раз прошлое есть некая информация, то для Бога она актуальна как бы в тот момент, когда он там был, и когда он был в будущем одновременно, да, как бы восприятием, сознанием. И получается, для Бога уровень самовыражения – это текущее время всех людей. То есть в физическом теле Бог может находиться в текущем времени всех людей. И получается, что вот эта вот как бы концентрация на его теле физическом, это есть структура именно как бы некого слипания, некого приближения событий в одну интегрированную систему, где уже нету понятия, ну, некой несвободы действий, потому что Бог уже здесь, получается, что все равно же любое действие значит свободно. И когда вы начинаете, предположим, действовать уже с этой логикой, то получается, что именно вопрос веры, да, веры в Бога, вопрос веры именно в вечное развитие через действие Бога, через изучение, например, там, технологий Бога, значит, позволяет быстро сориентировать человека в управлении через внутреннюю веру. А вот воспитание веры, опять же, речь идет о процессах мгновенных, дистанционных, то есть не обязательно долго чему-то там учить, потому что мы же говорим о том, что мы должны спасти все равно каждого. Знает он технологии там хорошо или, может быть, вообще не знает по вечному развитию. И получается, что тогда у нас вот этот уровень системной задачи, что ли, он такой, что мы должны, не нарушив свободу его действия,
значит, все равно передать полностью весь аспект знаний, который касается вечного развития. Вот я все время сейчас об этом говорю. И вот уровень как бы некой интеграции, то, что я говорю на уровне там, слов, и есть еще уровень, где можно говорить, например, ну, как бы слушать некий такой разговор некого уровня, что ли, действия с точки зрения коллективности, то есть информацию просто воспринимать. Например, как информация рождает слово, да? Ну, то есть внешняя реальность рождает какое-то слово в восприятии человека. Если мы начинаем переводить информацию на уровень логики, то в обычном мышлении человек просто воспринимает, он не воспринимает, например, там, звуковых волн, а воспринимает просто информацию. Можно ли информацию перевести, например, как, ну, на некий уровень слов? Естественно, можно, потому что все можно перевести в слово. И слушать, например, как там, некое, ну, звуковое, что ли, действие. Но это трата времени, если мы слушаем через звук. То есть можно читать, например, там, словом, да? Но получается, что вы берете истинную информацию, сначала переводите в слово где-то, потом читаете слово. А получается самый простой вариант воспринимать ни звук, там, ни словом, то есть вот как бы управляющее сновидение, а видеть реальность, просто видеть реальность. И сразу же реальностью управлять. Как делает Бог? Он же сам создатель слова. Зачем ему делать управление через слово, например? Через слово тоже можно управлять, если есть время. И вот и таким образом получается, что управление прямое, мгновенное, синхронное с Богом, вот это и есть прямой, совершенно свободный и, вообще говоря, без всяких там дополнительных оснований вход в структуру другого человека, что ли, приближение к его структуре именно в содействии, то есть в понимании задачи, например, там, спасения всех. И когда человек просто содействует, он делает это сам. Никто его не заставляет. И вот тогда получается, что вот эта вот интеграция свободных систем в содействии до проявления событий, до словесного уровня. Значит, и вот здесь вот идет участие человека в структуре организации самого слова. Слово, означающее некое выражение, некое явление. То есть я перевел как раз тому, что есть уровень, который означает абсолютную свободу, потому что других понятий еще не выработано. А вот до каких-либо понятий, что существует, только элемент свободы получается. Потому что пока нет ни одного понятия, определить это состояние можно как состояние абсолютной свободы. И вот получается, когда мы начинаем входить в это, ну, некое управление, так скажем, то там как раз-таки существует вот это интегрированное пространство, где, между прочим, четко видно в этой среде, что прошлое организовывается точно так же, как, например, будущее время или там, как текущее. Почему, например, возможен абсолютный прогноз? Потому что законы развития информации очень четко контролируемая система. Один из признаков контроля – это, ну, крестообразная форма, где система прошлого, например, там, в левой части создает сразу же крестообразный уровень, там, который касается текущего и будущего времени. Например, в кресте левая часть, если соотнести с прошлыми событиями, правая будущее, то вот пересечение, ну, центральная ось, там, текущие события, ну, такая как бы схематическая система управления, можно переконвертировать объект в любую форму и получить такую же систему распределения вокруг, в принципе, любого объекта. Сам объект, да, физический уровень, там, физический крест, физический объект – это текущее время. А как бы проекционные его части, прошлое и будущее, как для Бога вообще контролировать все системы времени, потом, ну, например, имея сам объект. Ему достаточно только воспринять объекты, получается, вот как в обратном импульсе. Он создал, потом достаточно воспринимать, и идет контроль развития. То есть Бог, получается, даже может не вмешиваться как бы вот так вплотную, да, в какую-то систему управления материей, потому что восприятие при именно свободном развитии дает и все прошлое, и все будущее, одновременно дает свободу развития. Он воспринимает, к нему обращаются, и они получают от своего же обращения люди. И когда только уже там очень нужно, где-то можно добавить в систему знаний, то получается, что вот это вот и есть корневое управление, добавление знаний, не путем там навязанным, а именно знаний. И вот когда вы передаете информацию как знание, то есть оформляете эту информацию как знание, тогда
нет ограничений для свободы доступа. Потому что знание воспринимается как признак пользы и воспринимается в абсолютно свободном состоянии личности. Вот обратите внимание, у восприятия знаний именно канал доступа, как правило, ну, процентов 95 и больше, часто в основном под 100, это абсолютно свобода. То есть, например, человек может какие-то знания не воспринимать, но если он воспринимает, тогда он воспринимает сам. Простой логический постулат. Не кто-то же другой воспринимает, а он сам. Значит, он выразил свободную какую-то мысль и так далее. То есть получается, что мы в этом пространстве, которое как бы не определено, да, до пространства действия, значит, и вот до пространства действия, когда мы начинаем формировать, например, какой-то сигнал, то нужно сразу же формировать знание. И получается, на уровне действия Бога изначальный уровень – это и есть знание. Например, для чего человеку нужно прошлое? То есть, ну, модель мира такова, что Бог волен был создать структуру, например, с точки зрения, ну, как бы другой системы, что ли, действия, да, то есть человек, который находится все время в системе, ну, полного контроля за прошлым и может, например, там, видоизменять систему как хочет, то есть меняя структуру мира. То есть Бог, например, такую модель мог бы, да, ввести, но прошлое – это элемент фиксированных знаний. И вот опорная точка знаний, которая как бы обозначает систему развития, это и есть система передачи информации в следующую систему, как система свободных элементов управления. И вот следующая система уже определяет и коррелируется в соответствии с тем, какие знания были в прошлом. Накопление, да, называется знание. И получается, что накопление знаний – это как раз-таки принцип свободного развития, где учитываются какие-то знания из прошлого и там реализовывается система будущего развития. Поэтому абсолютный прогноз, конечно, возможен, потому что связи-то знаний, то есть оптических, вообще говоря, величин, они достаточно элементарные. В оптике знания вот именно имеют очень четко очерченную форму. То есть вот именно форма этих элементов, которые относятся к системе знаний, имеет вид во многом таких канонизированных, канонических фигур. И свет, который проходит через текущее время, очень четко, понятно, какую форму он будет иметь в будущем. На этом уровне есть, конечно, логика процесса, да, логические знания, которые говорят об осуществимости какого-то там проекта. Человек, например, решил проехать на машине в какое-то место. Это есть логика, что у него хватит бензина, например, да, и так далее. И тогда, в принципе, достаточно знать, что машина исправна и достаточно там топлива. Когда мы говорим о таких как бы процессах каких-то макроуровневых, да, то здесь получается достаточно за элемент логики брать идею действия. Например, почему идея там, вечного развития в любом случае будет реализована. То есть она свершится, какие бы ситуации ни развивались. Потому что есть система, которая работает на уровне совершенно четких фиксированных систем. То есть для материальных систем это, например, ну, как бы выполнимо с точки зрения там, физических уровней действия, для идеологических это как бы, ну, здесь, если вот с правильной, что ли, позиции восприятия, есть еще там другие позиции, правильной с точки зрения там, ускоренного развития, так скажем. Здесь можно увидеть, что именно идеологическая платформа, она создает возможность именно такого, как ускоренного развития, так и является критерием достоверности какой-то информации, то есть сама идеология. И часто человек, который находится там, например, там, в макросозидательной идеологии, он всегда, в принципе, спокойно, ему все понятно, потому что он все равно созидает, ему как бы опасаться нечего. Да? То есть получается вот, вот этот уровень тоже понятен на уровне логики. Потому что созидание все равно в основном защищается там, государством и так далее. Значит, и как бы там ни было, акты созидания все равно имеют больше как бы, устойчивых систем или даже абсолютную устойчивость с точки зрения того, что какие бы системы ни складывались возле актов созидания, все равно акты созидания будут проявлены и стабилизированы, так или иначе. И поэтому получается, что вот именно идеологическая платформа в действии часто это как канонический принцип свободных действий как бы в отдаленной реальности, то есть в бесконечном развитии. Получается, что чтобы нам иметь бесконечное развитие для всех, то есть довести до всех, для начала нужно выработать общую позицию макросозидания или там даже локального созидания,
в виде конкретно выявленных действий. Например, по моему учению, человек лично может участвовать в любых процессах, там личные, коллективные, коллегиальные, общественные, путем сознания или там личным действием. Получается, что он здесь, приобретая признаки полной свободы, начинает именно работать больше уже в идеологическом аспекте, то есть становится более устойчив, более спокоен и получает больше результатов, потому что он просто работает именно уже в коллективном уровне управления, где много, например, да, управленцев такого типа. И когда мы начинаем вот признак уже вот этой свободы действий распространять на всех там повсеместно, мы видим, что часто элементы правильных действий начинают переводиться в структуру материальных систем. То есть на уровне получения информации людьми, например, это могут быть тексты в книгах, не только причем тексты, которые относятся к технологиям, а могут быть тексты там, художественного типа, там, поэзии, например, и так далее. Поэтому здесь надо видеть, что можно влиять на структуру коллективного сознания, как бы подготавливать систему к вечному развитию за счет того, что вы признаки свободы налагаете на материальный уровень доведения информации. И в любой информации можно вставить управление таким образом, чтобы эти признаки были проявлены, а, например, другой негативный толк, он не был проявлен в коллективном сознании. Для этого очень просто, в общем-то, можно сделать, показав, что за информацией позитивного толка стоит бесконечное развитие, просто засветив эту линию для людей. И как бы отсюда мы видим, что люди значит, начинают, в принципе, реагировать таким образом, что, увидев эту информацию, они, как правило, начинают идти за этой позитивной информацией, как бы отрицательно, не воспринимая на уровне как бы глубоких структур души. То есть на уровне логики они могут воспринять, но на уровне там, души уже идет отторжение, потому что они не воспринимают негативную сторону, как бы, потому что они увидели позитивную как бы, сторону бесконечного развития. То есть поэтому умение выделять в любой информации созидательный статус – это специальная технология, основанная на том, что вы свободу действия прилагаете к материальным объектам. И эта свобода действия, она такова, что вы просто рассматривая какой-то материальный объект, книги, какие-то вот материальные носители информации, можно использовать даже, применять там влиянием на любую информацию, которую вы получаете. Вообще откуда бы то ни было, то есть то ли это СМИ, то ли это там личностная информация отдельных людей, то можно взять и, наложив на уровень, что ли, полученной информации признаки полной свободы действий, показав линию вечного развития, получить от нее все равно созидательное действие, именно для задачи вечного развития. И именно в коллективном сознании будет закладываться именно этот статус управления. И таким образом мы можем здесь четко сказать, что признак свободы как признак наиболее просто передаваемый, как наиболее просто осваиваемый, потому что когда передается свободная информация, другой человек воспринимает ее как информацию все-таки быструю к осваиванию, потому что самый простой вариант, критерий как бы, что ли, подлинности или точности информации, или достоверности, что именно человек сам эту информацию передает, это его личное свободное состояние. И такая информация улавливается именно как информация, которая фактически действительно является критерием и информацией действия для другого человека, для других всех людей часто. Потому что она, в общем-то, ну, именно дифференцируется как то, что человека никто, во-первых, там не заставил, например, он сделал это сам. Когда человек делает сам, он, значит, использует весь ресурс собственного развития, он использует весь ресурс, на самом деле, развития цивилизации. И вот его опорные, что ли, точки, управляющие, они таковы, что переработка идет не потому, что он знает что-то одно, или там как профессионал, пусть даже очень хороший, в какой-то конкретной области. Потому что все его системы, что ли, действия в реальности переработали информацию, и он ее передал свободным уровнем. Вот тогда получается, что никакого влияния реально на него никто не оказывает. Хотя там, в принципе, он может учитывать те или иные точки зрения, но вот при передаче информации, когда человек получает и понимает, что информация свободного уровня, он понимает, что здесь находится фактически весь опыт конкретной личности. А это целый фактически мир, да, это целая система бесконечного развития. И когда, кстати, вы когда работаете, например, там, в лечении заболеваний,
или, например, там, при системах, когда необходима там встреча с воскрешенным человеком, здесь вот принцип именно действия, вот именно я здесь вот такие, ну, как бы вывел уровни, где необходимо какое-то вот конкретное, там, точное действие. Вот уровень полной свободы действия, как система передачи, ну, как бы опыта, да, с некого такого, и не только часто своего, там, а опыта даже других людей, потому что брать, вот, ну, что ли, воспринимать информацию точную, как правило, это все-таки та же самая опора на правильных позициях. Там авторы учебников, они как-то должны самостоятельно переработать информацию. Вот когда человек передает, например, действия, то получается, что эти действия таковы, что во всех случаях, как я сказал, в случае, там, например, лечения других людей или же там при встрече с воскрешенными, именно вот то, что касается человека в структуре как бы помощи все-таки ему, да. При этом я привел критерии, вообще говоря, совершенно разные. Там, лечение — это просто обычный живой человек, а встреча с воскрешенным в данном случае выявляется как помощь ему же, так же, как и в случае лечения. И значит, здесь получается вот критерий помощи, который основан на мощных там системах восприятия всех людей. Это и есть путь, который на самом деле складывается, потому что восприятие других людей тоже проецирует определенный путь в коллективном сознании. Там есть и их личный опыт, да, и там есть, например, система коллективного сознания, которая обозначает конкретные процессы. То есть либо это излечение, в случае встречи с воскрешенным, это конкретная система, например, развития разных личностей, которые часто, например, они могут не активно там этим процессом заниматься или не заниматься, например, вообще. То есть не все люди занимаются там каким-то специальным уровнем управления, но просто в душе у каждого есть возможность осуществить воскрешение. Технологии вообще всегда есть у любого человека. Просто здесь вследствие именно свободы воли человек может не заниматься каким-то процессом, но нести именно систему макросозидания и через признак свободы передавать информацию. И поэтому получается, что когда вы работаете с людьми, старайтесь вот этот уровень, что ли, полной свободы действия переносить в структуру организации следующего события, уже логического, как бы следственного типа. Осуществив проекцию как бы свободы действия на определенный план управления, то есть вы проецируете на какой-то свой локальный уровень управления, который перед вами, и уже отсюда вы начинаете значит, строить будущее, опять же, на признаках распространения именно свободных импульсов. И вот выявление, значит, именно вот такого как бы свободного управления, саморазвивающегося управления, то есть, ну, как бы свободное плавание, можно так назвать, некого сегмента информации, вы начинаете видеть, что структура управления начинает развиваться по определенным уже законам. Вот познать закон развития в целостности можно, рассмотрев только свободный статус развития информации. И когда вы начинаете видеть этот уровень, что, вот, предположим, начинается развитие, начинается как бы развитие структуры информации, то сначала, кстати, начинает именно по структуре как бы такой спиралеобразная, там, вихреобразно развиваться информация, и в какой-то момент на определенном уровне вы видите именно образ человека, физический такой образ человека, где вы можете рассмотреть, например, действие от себя, как вы действуете, то есть как ваша информация отражается, ну, как бы на другой информации. И видеть любого другого человека также, ну, например, там, прозрачно, как вы видите глазами физическими. И тогда получается, что на определенном уровне люди, ну, скажем так, духовная телепатия или там передача информации от одного тела человека к другому, этот уровень существует как уровень именно всеобщего действия. То есть вы видите одного конкретного человека и, значит, помогая ему одному, если вы там совершаете там лечение одного человека, даже, кстати, когда помогаете себе, то вы имеете уже то, что по признаку свободы действия, да, свободы импульса, вы передаете сразу же во все системы коллективного сознания. То есть вот очень важно увидеть вот этот аспект. Когда вы, работая даже для одного человека, на самом деле накапливаете опыт для всех людей
И главное, чтобы этот опыт другие люди понимали и перенимали. Вот как они могут его, например, перенимать, это может быть безусловно, то есть не явно на уровне там, управления просто макропроцессами, а часто полезнее иногда, и иногда гораздо полезнее именно словами передавать ваши действия, ваш опыт, тогда получится, что вы признак свободы управления распространяете уже на всех, например, там, словес. Таким образом, в корневом уровне вот сегодняшнего семинара управление, которое называется свободным, выражается в передаче знаний конкретному человеку и практически умение распространить эти знания для всех, и тогда вы получаете на самом деле колоссально точное, вот по совокупности, что ли, да, событий, учет периферических событий, и главное, очень устойчивое управление, потому что вы сами находитесь просто, ну, как бы в свободном состоянии управления именно. И это даже, в общем-то, определенный уровень состояния. Более того, как я сказал, даже когда вы не управляете, это состояние помогает делать управление, когда вы отдыхаете и так далее. Таким образом, практика с этим уровнем свободного управления позволяет делать как макроуправление, так и частное управление одновременно и получить точное ваше личное управление. Спасибо большое за внимание. На этом сегодняшний семинар я заканчиваю.